Всем добрый день! В этом видео мы рассмотрим алгоритм удаления первого элемента из линейного списка. Этот алгоритм также может использоваться для удаления первого элемента из стека. Точнее, даже для удаления просто элемента из стека, так как мы помним, удаление элементов из стека всегда производится с начала списка. Что для этого нам необходимо выполнить? Для этого нам необходимо будет создать указатель на первый элемент, после чего сдвинуть указатель T, который указывает на первый элемент списка, на следующий элемент, который станет новым первым элементом списка, после чего удалить этот элемент. То есть выполнить вот такие вот действия. Итак, начнем наш алгоритм. Первое, что нам необходимо сделать в нашем алгоритме, если мы хотим, чтобы он был универсальным, это проверить, не пустой ли в данный момент список. То есть может быть ситуация, когда в списке нету ни одного элемента, соответственно, нечего там и удалять. Если мы попытаемся с такого списка что-либо удалить, мы, конечно, получим ошибку. Поэтому первое действие, которое мы выполним, это установим проверку. Проверять мы будем значение нашего указателя T, который указывает на первый элемент списка. То есть если указатель T указывает на пустое значение, то есть указывает на nil или на null, то есть проверим T равно nil. Если это условие верно, то есть если у нас тут да, то нам никаких операций выполнять не нужно. То есть в этом случае мы выйдем, вот куда-то выйдем. В случае, если же ответ отрицательный, то есть ответом на этот запрос является ложь, мы понимаем, что элементы в списке есть, соответственно, мы можем удалить первый элемент. И вот в этом случае у нас будут выполняться следующие действия. Первое, что мы сделаем, мы создадим временный указатель P, которым установим на текущий первый элемент. То есть мы занесем значение P тот адрес, который сейчас у нас хранится в указателе T. То есть адрес первого элемента нашего списка. Для чего это делается? Как мы говорили в начале, нам будет необходимо сместить указатель T на следующий элемент списка для того, чтобы не потерять указатель на список. Если же мы удалим указатель T, то по сути мы потеряем указатель на весь список и потеряем возможность обращаться ко всем остальным узлам списка. Следующее наше действие – это смещение указателя T с первого элемента на следующий элемент. Адрес следующего элемента у нас с вами хранится в поле link нашего первого узла. Соответственно, для того, чтобы сместить указатель, мы выполним операцию. Мы в T занесем тот адрес, который хранится в поле link нашего первого узла. Таким образом, мы сместили указатель T на следующий элемент. Следующее наше действие, мы уже можем спокойно удалить наш элемент, на который сейчас указывает у нас указатель P. То есть мы выполним команду удаления, удалив таким образом наш первый узел. И на этом по своей сути наш алгоритм и закончится.
есть этот алгоритм у нас является универсальным. Он будет работать и в том случае, если список пустой. То есть в этой ситуации у нас просто мы войдем в алгоритм, выполним проверку t равно nil и перейдем в конец алгоритма. То есть никаких действий по удалению выполняться в этом случае не будет. В том случае, если элементы в списке есть, то, соответственно, у нас правильно отработает алгоритм, и, как показано на рисунке, мы удалим первый элемент. Также этот алгоритм будет корректно работать и в той ситуации, если у нас с вами есть всего лишь один элемент списка. Вот в такой ситуации, когда у нас был один элемент списка, у нас также этот алгоритм будет работать корректно. В этом случае значение t при его смещении вот это на следующий элемент, то есть на вот этот вот адрес, просто вот здесь вот в него занесется значение nil. Таким образом, мы с вами создали алгоритм удаления первого элемента из линейного списка, который также может использоваться для удаления элемента стека.